Добрый день всем, кто смотрит нашу живую видеопрогулку в записи. Как вы видите по наличию книг в кадре, мы находимся в доме книги. Тот, что в доме Зингера. Слева у нас канал Грибоедова. Мы на втором этаже. У нас появился первый сопрогульник, соучастник и смотрящий. Да, мы в доме книги, мы в доме Зингера. По названию Петропавловка можно догадаться, что мы будем стремиться попасть туда. Но вот мы сейчас в доме книги, стартуем отсюда. В принципе, уже идем к выходу. В доме книги после смены владельца и ремонта очень приятненько стало. Видите, имитация дореволюционной плитки на полу, стены под камень. Около окон диванчики, столики, стульки. Ну и всеми любимая панорама на Казанский собор. Вот окно. Здесь у них кафешечка. Идем на выход. Начинал здесь, потому что на улице немного холодновато. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, что-нибудь в чате. Я попробую проверить, что видно. Такое ощущение, что не видно ничего в чате. Здравствуйте. Мы на канале Грибоедова. Станция метро, канал Грибоедова, один из выходов со станции метро Гостиный двор. Мы прям вот на Невском проспекте, у нас Казанский собор. Только что мы вышли из здания Зингера, компания Зингер, в котором на первом-втором нулевом этажах находится дом книги. Мы движемся в направлении Петропавловки. На пути у нас планируется множество исторических объектов. Погода по показателям телеметрии -9, ощущается как -14. Небольшой ветер, снежно. На дворе январь. Да, это станция Невский проспект, это выход, называется канал Грибоедова.
между станциями Гостиный двор и... Неправильно, Невский проспект и Горьковская есть прямой перегон метро. Лишь это всего одну станцию проехать. На метро это займет около 4 минут. Ну, сам переезд без учета спуска, подъема. У нас прогулка займет больше часа. Вообще у нас ограничение только это батарейка телефона. Может сесть в любой момент. Вот, часа через 2. Такие красивейшие здания. Привет из Томска. Томск, скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Игорь, спасибо, слышно. Хорошо. Вот это вот красивое здание, что-то у меня подмывает в него зайти. Как вы смотрите? Там Росбанк сейчас. А вообще это исторически, что ли, первая сберегательная касса, еще царская, по-моему. Сейчас Росбанк. Интерьер внутри красивейший. Хоть. Так, у нас что-то на объективе. Вот это доска сия сооружена в память 50-летия существования первого в России Санкт-Петербургского общества взаимного кредита, основанного 17 марта 1864 года в царствовании императора Александра II. Камин. Гранитные лестницы. Можно и погромче. Можно. Но нужно ли? Мы в здании Петроградского общества взаимного кредита. Заходить сюда совершенно не планировал, но почему бы и да. Кто вот знал, что оно так? За переводы денег на города империи до 1000 рублей 40 копеек. Видимо, комиссия. Обалдеть. Все-таки здесь сейчас действующий банк. Сильно ходить, заглядывать в окошки не будем. Но достаточно интересно, как вам. Можно почитать историю всего места. Да, и очень красиво, и что самое главное, очень доступно. То есть понятно, что здесь толп туристов не водят,
Но мое почтение. Это интересно. Парадная какова. Лифт. Тут за решеткой справа. Вот это. Вряд ли он действующий, но. Я запомнила, прописано Анжела. Ладно, выходим. Так, Андрей, на какой iPhone стабилизатор снимаете? DJI, Osmo Mobile, 6, наверное, iPhone 14. Там вот с той стороны бабушка на скрипке играет. Видел я ее и летом. Так, набережная, конечно, узковатая. Весьма. Качество еще, Андрей, вам отвечаю, сильно зависит от, по крайней мере, стрима. Очень зависит от качества интернета, то бишь мобильной сети. Здесь сейчас паб Нобель. Раньше, несколько лет назад, здесь было отделение Альфа-банка, и тоже можно было зайти, поглазеть. Слева у нас между домами за каналом Малая Конюшенная улица. А перед нами, по-моему, самый короткий переулок в Петербурге. Не помню, к сожалению, его название. Справа вот стоит фура, не фура, а этот контейнер. Здесь у нас Михайловский театр справа. Вот. В таких контейнерах иногда перевозят декорации и оборудование. Театр. Наверное, подойдем к краю. Сейчас у нас прямо по кадру здания. Это часть Русского музея. Сейчас там проходит выставка Василия Сурикова. Смотрим. К 175-летию со дня рождения. Корпус Бимова. Вот тут у нас уже начинаются наши любимые торгаши с сувенирами. Я виню в том, что они здесь появились Аврору, как ни странно.
Вот это чайка, жир. Не пойдем мы там, не будем смотреть сувениры, ибо места они занимают много. Здесь и так летом тесно. Вот, а почему Аврору Юнёды? Потому что как раз когда Аврору утащили в Кронштадт на реставрацию, то рыбное место для сувениров, что было рядом с Авророй, переехало сюда. Да все бы ничего, но вернувшись, Аврора на свое место, там торговля возобновилась, а здесь и не закончилась. И все, и теперь и тут, и там вашу маму сувенирами почуют. Ну как, про мобильный интернет вопрос. Должен ли быть безлимитный? Должен быть ровно такой, чтобы вам хватило. А безлимитный он или нет, это дело второе. Просто если он у вас безлимитный, вам поспокойней. Тут вопрос про качество и силу сигнала. Вот как раз, когда мы гуляли по Литейному проспекту, я тогда заходил в лофт-проект «Этажи», и внутри здания связь была отвратительная, местами совсем пропадала, и трансляция прерывалась. Вот и все. Где-то качество начало шакалиться. Мы подошли к Спасу на Крови. Всем он, наверное, уже известен. Рассказывать 1000 раз про него можно, в 1001. Есть на канале видеопрогулка по каналу Грибоедова. Можете посмотреть. Там я что-то говорю. Ну и про канал туда чуть-чуть скажу, что канал с нуля он не был прорыт. На этом месте была речка. Когда-то она называлась Екатеринговка. При Екатерине ее закатали в камень, имею в виду берега. Основная из функций — это, конечно же, разгрузка как Невы. Ну, собственно, в половодье, когда разливалась Нева, чтобы часть воды отводить, для этого в Петербурге и рылись каналы, расширялись реки. Какие-то каналы рылись наоборот, чтобы воду подвести, такой как Литерийный канал. Здесь у нас один из входов в Михайловский сад. Туда мы, конечно же, не пойдем, но красотой ограды насладимся. И таким видом Спаса на Крови. О, смотрите, у нас там впереди, вам, наверное, еще пока мелко. Но я постараюсь успеть, пока они не уехали. Там у нас ретро-автобус. Опять же, не реклама ради. Просто вам сообщаю, что в Петербурге есть такие ретро-экскурсии. Вот одна из них на ретро-автобусе. Есть, по-моему, ретро-трамвай. Кто еще не был в Спасе, категорически советую и рекомендую посетить даже с культурной точки зрения. Все иконы, все образы, все сюжеты
в этом храме, в этой церкви, выполнены техникой мозаика. Обязательно там с вами будет экскурсовод, ибо они набирают там минимальное количество человек в группу и запускают. А вот этот ретро-автобус. Кому интересно, успеет зацепить QR-код. В принципе, можете когда-нибудь скататься. А мы двигаемся дальше в направлении Марсового поля. Еще его называли Царицыно поле, Царицын луг. Господи. Ну, еще раз про интернет, про безлимита нигде сейчас нет. На самом деле есть. И есть опции бесплатные, которые вы подключаете, и у вас безлимитный интернет. Правда безлимитный, не что-то там написанное, что безлимитный интернет, а под звездочкой 50 гигабайт в месяц. Нет. Так, мы там прошли Конюшенную площадь, слева у нас была. Мы взяли правей. И идем в Марсово поле. Перед нами второй Садовый мост. Опять же, вот вопросики, да, почему параллельно улице, вот там у нас вдалеке, скорее всего, первый Садовый мост, там Садовая улица. И почему-то я только сейчас задумался, а почему же она Садовая? Вот перед нами сейчас поле Марсово. Опять же, названо оно так в угоду Парижу. Где еще Марсово поле? Париже и где-то еще. До этого, как я сказал, было Царицын луг, а еще до этого эта местность называлась просто Пустое поле или Пустой луг, как-то так на картах того времени это обозначалось. Все мы знаем, что между Марсовым полем и Летним садом, хочу напомнить, что вот у нас за этими кустами, за полем, за Марсовым полем Летний сад. Есть лебяжья канавка. Она существует. Так вот, здесь, слева, вдоль зданий сейчас, тоже была когда-то прорыта канавка, канал. Назывался он Красный. И сооружались эти две канавки с одной лишь целью, дабы осушить вот эту местность, современное Марсово поле. Здесь был вырублен лес, все выкорчевано, выровнено, засеяно травой. За счет этих двух каналов, Лебяжьей канавки и Красного, достаточно быстро, как пишут, местность осушилась. Ну и впоследствии здесь
а не сказал, мероприятия это все проводились еще при Петре. Ибо у нас как раз уже за рекой Петропавловка рядом. А что такое Петропавловка? Это, можно сказать, начало Петербурга. И ведь именно дата заложения постройки Петропавловской крепости является датой рождения или отчета существования Санкт-Петербурга. Привет вам от офисных работников. Спасибо и вам в офисе тоже приветы. Так вот, здесь на тогда пустом лугу, потом Царицыном, сейчас Марсовом поле проводились военные смотры и Семеновского полка, и Преображенских. И впоследствии была традиция проводить майские смотры. Причем они проводились вплоть до начала русско-китайской войны. Это уже начало 20 века. В центре, как мы видим, вечный огонь. Память воинам. Помимо военных парадов на Марсовом поле проводились и потешные гуляния всевозможные, и в Масленицу, и, возможно, еще какие-то другие празднования. Ох, погодка сегодня, что-то на нас надвигается пурга. Вот справа у нас эти деревья, темная линия, это летний сад. Между Марсовым полем и летним садом Лебяжья канавка. Она существует, она связана с мойкой. Привет из Минска. Привет. Вам в Минск из Петербурга. Подходим к Неве, и ветер усиливается. В общем, скажем так, значительно начинают обмерзать щеки. Как мы видим, елки еще не везде убраны. Что у нас тут с горизонтом стало? Нет, нормально. Такое ощущение, как будто мы заваливаемся. С Марсовым полем соседствует, как у нас сейчас из-за елочки покажется, памятник Суворову. И вот эта часть, где он стоит, называется Суворовская площадь. Первоначально памятник Суворову находился ближе вот к центру Марсового поля. Чуть позже его передвинули, соорудили вот эту Суворовскую площадь. Мы вышли на улицу Миллионная. Виднеется Мраморный дворец. Вот это вот зеленое здание справа, и следующее Мраморный дворец.
Даже зайдем. Для тех, кто плохо ориентируется в Петербурге, вот отсюда, с Марсового поля, показываю Марсово поле, по Миллионной улице, мы поворачиваемся на нее, можно выйти на Дворцовую площадь. Прямиком на Дворцовую. Мимо Атлантов. Но нам сегодня это не интересно. Нам интересно перебраться через Неву. Так, пока стоим и ждем светофора разрешающего, скажу еще такую вещь интересную. Когда строилось петербургское метро ленинградское, в планах было сделать на Марсовом поле еще одну станцию. Скорее всего, эта станция синей ветки должна была быть, потому что если мы посмотрим карту метро и там погуглим перегоны, то перегон между Невским проспектом и Горьковской один из самых длинных. И прям напрашивается станция метро здесь, на Марсовом поле, потому что отсюда до других станций, в принципе, далековато. Что до Красной ветки, ну не отсюда, а от других станций метро. Но при изыскательных работах здесь было обнаружено, что под Марсовым полем находится так называемая линза подвижных грунтов, что ли, как-то так. Что-то нас не хотят пускать через Миллионную. Как бы нам поступить? Нарушать, что ли? Как вы думаете? Вот, вернемся к метро. Метро так здесь и не случилось. Но и как раз из-за этих самых сложных грунтов перегон между станциями метро Горьковская и Невский проспект у нас самый крутой. Крутой в плане... Его еще называют американские горки. Так, что-то люди тут уже забивают болта. Мы с ними. Зарулим во двор мраморного замка, дворца. Замка. Перегон между Горьковской и Невским проспектом самый крутой. У него угол погружения такой, что состав, который вот движется в нем, разница высот между первым и последним вагоном может достигать 7 метров. Это на секундочку почти 3 этажа панельки пятиэтажной. Под таким уклоном поезд спускается от вестибюля станции. Так, а что нам тут зайти-то можно? Вторник, выходной день. А сегодня вторник, я не знаю, потом на дворца, после закрытого музея строго воспрещен. А я только тут пройду, нельзя? Ну, у нас памятник Александру Третьему. Когда-то он стоял на площади Восстания. С площади Восстания он переехал сюда, во двор Мраморного дворца. Напомню, что Мраморный дворец является частью Русского музея, о чем свидетельствует данная вывеска. Школа Филонова. Что бы это ни значило.
Вот, Александр III на коне имел тогда в народе другое название, ну, я имею в виду памятник, а именно Бегемот. Ибо там соотношение коня и Александра III по габаритам, конечно, бедный конь, я вам скажу. Вот, этот памятник с площади Восстания переехал сюда. На площади Восстания появился обелиск. Ну и на этом они успокоились. Как я уже сказал, мы на Суворовской площади. На фоне зеленой сетки памятник Суворову, конечно, как-то плохонько выглядит. Суворов там стилизован под греческого бога, конечно же. Мне кажется, лето. Так, а мы, наверное, сейчас как перебежим, пока у нас зеленый, чтобы опять 1000 лет не стоять. Ну и мы подошли к Неве. Сильнейший ветер, доложу вам. Пурга. Стрелку Васильевского острова практически не видно. Петропавловской крепости, Петропавловский собор, спасибо, что видно. Так, а если приблизить, часть Невы вот у моста и под мостом открыты, а мост у нас носит название Троицкий. Заложен 12 августа 1897 года. В память 25-летия бракосочетания государя-императора Александра III и государыни императрицы Марии Федоровны. Третье лето благополучного царствования государя. Императора Николая II в присутствии их императорских величеств. И смотрите, здесь какая-то традиция потереть фамилию Дурнова. ПП. От этого здесь патина стерта. Такие растры с фонарями и двуглавый орел. Абсолютно зеркальный с другой стороны. Ну что, у нас самая сложная часть — это преодолеть Неву. А еще пару слов. Не фактов никаких-то замечательных про метро Петербурга, а просто вот осознайте, что под нами сейчас на глубине более 50 метров, а станция метро Горьковская, по-моему, на глубине 53 метров находится. Соответственно, перегон еще глубже. Под нами метро, туннель, прям под Невой. Когда вы едете по синей ветке, вспомните мои слова и представьте, что над вами
где оттенки серого, а что, очень все в сером. А, все оттенки, господи. Тогда парирую в другую сторону. Ну от чего же, смотрите, тут и зеленый есть, и желтенького там вдалеке подвезли. И мраморный дворец. Мраморный. Нет, я удалю. Такая буковка А, под ней римская 3, что означает Александр Третий. Так вот, Николя II не то чтобы увековечил, но папаню своего поблагодарил. Перед нами наша цель — Заячий остров. На котором крепость Петропавловская, в честь святых Петра и Павла. Крепость военная, но ни разу не участвовавшая ни в едином военном событии. Все было сделано от страху и от некой вероятности того, что шведы нападут, и надо будет где-то царствующим особам укрыться. А напомню, что Зимний практически напротив Петропавловки, то есть можно было быстренько переплыть. У нас и портик есть. Фокусируемся. Где? Вот прям по кадру портик, к которому можно было причалить и быстренько забежать в домик. Шпиль с ангелом, хранителем Петербурга. Ой, здравствуйте. Елена, вы наш постоянный зритель и сопрогульник. Прошу не обижаться. Привет вам в Калининград. По Троицкому мосту мы, можно сказать, перешли с одного острова на другой.
Перешли на каменный пока что остров, переходим. У нас здесь начинается Каменноостровский проспект, Петроградская сторона. Если двинуться по набережной вот направо, в том направлении, то мы неизбежно наткнемся на Аврору. Опять же, озвучиваю это для тех, кто плохо ориентируется в Петербурге, то бишь, смотрите, какой я вам замечательный маршрут показываю. Летом, конечно же, приятней, ну или прям весной-весной. Вы от канала Грибоедова пешочком через Марсово поле, через Троицкий мост доходите до Петроградочки, переворачиваете направо, посещаете Аврору, возвращаетесь обратно к Троицкому мосту по набережной и идете в Петропавловскую крепость. Опять же, сейчас стены обращенные на Неву, сейчас в реставрации, наконец-то. А то там все очень долгое время висели таблички, что будьте осторожны, существует вероятность обрушения стен. Стены, они из какого-то бутового камня сделаны и уже облицованы гранитом. Да, направо домик Петра. Все правильно, Ольга. У нас не совсем по пути. Ибо здесь надо как-то маневрировать и перебегать Каменноостровский. Чего делать как-то сильно не хочется. Погода, знаете ли, не располагает. И не очень располагает. Вот видите, тут заборчики настроили. Но что это, русского человека остановит? Нет. Сейчас, конечно, не ходят, но можете пройти над льдом. Или правильно, по льду. Конечно, хоть и Петропавловская крепость не участвовала ни в едином военном сражении, событии, строилась она по всем правилам крепости. Нынешний музей артиллерии а на тот момент, скорее всего, это гарнизон, в котором располагались служивые так называемый Кронверк. За ним у нас Кронверский проспект, перед ним Кронверский канал. Из достопримечательностей, расположенных на станции метро Горьковская, это мечеть. Вот она у нас должна проглядывать сейчас прямо по кадру, там за деревьями. Ну-ка. Надеюсь, разглядываете, можете определить. Самый первый мост, построенный в СПБ. Ну, теоретически да. Ибо у нас что? Как я и сказал, первое, что было
заложено к постройке в Петербурге Петром, это Петропавловская крепость. А так как это остров Заячий, в него как-то надо попадать. Ну и, конечно же, был перекинут мост. Так, тут что-нибудь почитать? Я не вижу, что тут почитать можно. Видим тут на столбиках фигурку зайца. Уточек подкармливают. Они говорят, что мне не получится. Да, ну хотя бы вы меня. Существует легенда, что если кинуть, но уж не так. Слушайте, Короче, надо закинуть монетку я же сейчас все. зайчику под лапки. Ай, капец. Ну, Получается, это не у многих. подожди, у меня еще есть монетки. Слушай, у нас сейчас и деньги кончатся, пошли. А я что, сама не... Подожди, нет. Вот только что мы по мосту по Троицкому перешли и уже здесь. Табличка: на мосту не курить. Мост имеет деревянное покрытие, поэтому пожароопасен. Пропустим господ на автомобилях. Ну, по всему острову у нас за последнее время появилось очень много зайцев. Как говорится, никогда не было, и вот опять. Все возможные. Большие и маленькие. Иоанновский Равелин. А это у нас были, кстати, Иоанновские ворота, через которые мы прошли. Построен в 1731-40-х годах. Военный инженер Миних. Здесь есть карта Петропавловской крепости. Так, сначала вот первая, куда идем, а потом там чуть дальше должно быть что-то более-менее историчное. Так. Вы здесь. Все музейные штуки-дрюки. То есть мы мимо пройдем Петропавловского собора, ну не заглянем, у нас поводов там побывать пока нет. Экспозиция плохо-неплохо, 8 архитектурной художественной керамики
Керамарх. Ну, мы достигли своей цели сегодняшней. Пришли на Заячий остров. Проникли в Петропавловскую крепость. Практически. Ибо здесь была парочка таких фортификационных сооружений. Которые сейчас, как обычно, засыпаны. Вот на том месте, где мы сейчас находимся, была вода. Ну, или по-правильному был ров. То бишь, заезд в Петропавловскую крепость был сначала через там мостик, эти ворота. Дальше еще здесь был мост. Подменили его или нет? Вы подумаете насчет более насущных там этих деятелях современных, подменили их или нет. Вот, как я вам и говорил, цифра 36 и 37, как раз 19. Это сейчас находимся, где вот этот мостик, и перед нами будет Петровские ворота, цифра 18. Дальше по правую руку у нас будет здание артиллерийского цейхгауза. Слева будет инженерный дом. Вот эти 25 обер-офицерская гауптвахта. То бишь вот сюда провинившихся офицеров наказывали, сажали. Цифра 2, дом, комендантский дом. И вот сейчас в комендантском доме отличнейший. Максимально рекомендую и прям настаиваю посетить этот музей истории Петрограда. Музей линейный, то есть имеет определенный вход и определенный выход. И вы идете по одной линии исторической, видя, как развивался Петроград, Петербург именно в бытовом плане, смысле. Да. Ладненько. Ладненько. У нас здесь, наверное, то же самое. Что-то да. Конец 1870-х годов. Карта. Видимо, здесь несколько, вот одна, вторая, третья, четвертая, и они все одинаковые, чтобы если какие-то туристические группы подходили, чтобы не мешали друг другу. Ну вот и мы входим в саму крепость, вламываемся буквально. Ладно. Нет, покажу. Мы ж специально сюда пришли, покажу. Так как крепость, так как планировались всякие сценарии развития событий, отражения атак, в крепости есть как, скажем так, официальные и парадные входы, так и непарадные и всяческие варианты для маневра. Вот мы сейчас идем к паттерне. По которой можно было залететь практически в тыл к нападающим, если вдруг. Вот, паттерна государева бастиона. Ну, ставьте на паузу. Читайте. Это
Привет и вам в Германию. Как вы на нас напали-то, в смысле нарвались на наш канал, на наши видео. Оцените эту толщину стен крепости. Понятно, что они не монолитные. Есть какие-то сооружения у них. Наверное, ни для кого не будет новостью, секретом, тайной или открытием. Но на стенах Петропавловской крепости установлены две пушки. Пушки, конечно, современные. Одна основная, вторая резервная. И каждый день, так, здесь вот касса, здесь можно подняться, но подняться, наверное, только летом. Можно подняться на стены Петропавловской крепости, на крышу, и позыркать. Так, а пойдем здесь. Я вот здесь никогда не ходил вдоль. Керамарх, вот этот музей архитектурных художеств. Так вот, про пушки. Стоит две пушки, и каждый день, независимо от погоды, ровно в 12 по полудню, ну, часы можно сверять. Такова традиция. Собственно, как уже начинал говорить, крепость была построена с целью защиты от шведов. Но когда уже окончательно стало понятно, что никакие шведы нападать не будут, это раз. Во-вторых, уже и военные достижения того времени и оружие было таково, что крепость в том виде, каком она была, бесполезна. Из Петропавловской крепости сделали тюрьму. В частности, бастион Трубецкого стал тюрьмой. И, как правило, эта тюрьма была политической. Там сейчас музей. Так, про бастион Трубецкого пока забудем. А здесь у нас отметки подтопления. Так, я не знаю, тут и не подойти. Собственно, 1000, вот эта синяя отметочка, нижняя 1788 года наводнение. Дальше чуть выше зеленая 1752. Красная 1777 года. Это в этом году были смыты напрочь практически все фонтаны летнего сада. Ну и самое большое наводнение в Петербурге 1824 года имело вот по уровню глаз, можно сказать, вот от
теперешнего уровня. Наверное, исторический культурный слой, где брусчатка сейчас. Ну и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. В 1924 году, 23 сентября, вот отметочка. 1975 год, тоже отметочка. Но сейчас у нас перед Петербургом в Финском заливе есть дамба, которая предназначена, чтобы эти наводнения нивелировать. Но у нас на дворе 2024 год. Моментик немножко тревожный. Мы прошли через Невские ворота, на таком вот портике находимся, гранитном. Ну и слева и справа у нас реставрационные работы. Про тюрьму, да? Петропавловская крепость стала нести функцию именно тюрьмы. Тюрьмы, как правило, политической. Те же декабристы содержались здесь и были казнены. Часть около Кронверка Петропавловской крепости, ну сейчас где справа от музея артиллерии, там есть площадка, где место казни было. Вот здесь поднимаются по лесенке, и как раз вот справа две пушечки, как я и сказал, стоят, которые каждый день в 12:00 по полудню делают бабах. Иногда это доверяют сделать какому-нибудь почетному товарищу. Разлетался какой-то. Надеюсь, не за нами. Спасибо за прогулку. Спасибо, что смотрите. Иду по Петропавловке не совсем, скажем так, традиционно, не по центру, а как-то бочком-бочком. Здесь всевозможные указатели. Видите, Нарышкин бастион, мы его прошли. Направо у нас Трубецкой бастион, мы к нему идем. Здесь есть всякие музейчики, но опять же какие-то на потеху, как по мне, и мало исторической какой-то ценности. Вот это у нас здание Каретник, построено в 1846 году. Конечно, по этим воротам можно было бы и самим догадаться, да, что здесь каретник. В каретнике есть туалет. Говорю всем по секрету.
Идем немножко так вот нетрадиционно и какими-то окольными путями по Петропавловке. Но, как правило, эти места остаются без внимания, потому что все врываются в Петропавловку через центральные ворота и идут по центральной улице сразу же к Петропавловскому собору. Там ахают-охают на площади. Возможно, приворачивают вот к Невским воротам. Ну и уже и выходят через другой мостик с Петропавловки. Все. А здесь-то, оказывается, вон что еще есть. Вот у нас уже турма Трубецкого бастиона. При царской власти в этой турме содержание было в одиночных камерах. Достаточно большие камеры, но темные, холодные. Сейчас немножко заглянем. Вот музей с самокатами. Вот можно куда-то там во дворик выскочить. Ну сюда забежим. Здесь же вход, здесь же касса. Здесь же немножко истории. Вот это белым, это сам бастион. Имеется у него, конечно же, внутренний дворик, в котором могли выгуливаться. Здесь, конечно же, прогуливались арестанты. И имеет 2 этажа. Была часовня, карцер, сейфгаус, то бишь складское помещение. На первом этаже была кухня, служебные комнаты охраны и тюремная баня. Вот тут такая инсталляция. Ладно, погрелись и идем дальше. А уже в советское время, конечно же, содержание в камерах было, конечно же, куда хуже. То есть в эти камеры набивалось по максимуму людей, ставились двухэтажные койки, то и трехэтажные, возможно. Да. А уже в 20-х годах, по-моему, в 24-м году, или с 24-го года 20 века, Петропавловская крепость приобрела статус музея. Ну и, соответственно, все помещения, которые так или иначе использовались, стали переводиться в музейные использование. Так, у нас как раз слева, а нет, не слева еще нет. Одна из вещей, которых, может быть, кто-то не знал, но если вы возьмете какую-нибудь российскую монетку, то на ней под лапой орла, скорее всего, какой-то правой лапой, будет
маленький такой штемпелечек. Там будет или буковка М, или СПБ, что будет обозначать Московский монетный двор и Санкт-Петербургский монетный двор, соответственно. Так вот, Санкт-Петербургский монетный двор находится здесь, в Петропавловской крепости. Туалет, сразу сообщаю, не бесплатный. Хотят 40 рубликов. Так, выставка «Сибирский левша». Микроминиатюры Анатолия Коненко. Хорошо. Лежит вокруг, полезно пока. Петропавловский собор действует по большей своей части как музей, но в редкие моменты проведения там богослужений вход становится бесплатный. Оп, монетный двор. И вот как раз мы шли, когда от бастиона у нас по левую руку были окна за решетками монетного двора. Один из выходов — это те ворота, а по факту на Петропавловскую крепость или в Петропавловскую крепость можно попасть через трое ворот. Это вот те у нас вдалеке, через которые мы заходили, Петровские, со стороны Невы, Невские, и вот куда заезжает сейчас КамАЗ. Пока не помню название. Скоро вспомню. Летом здесь на площади перед Петропавловским собором устанавливают лавочки. Площадь — это прям брусчатка. Так что всем, кто летом пойдет на Петропавловку в каблуках, я вам тут прям сильно не завидую. Здесь все в брусчатке. Все в брусчатке. Прям булыжники. Так, слушайте, о чем мы? Давайте заглянем. Мы же это... Нам за это ничего не будет. Надеюсь. Очень скользко, говорят. Касса находится, музей, вот в этом домике. Мы в него тоже заглянем, но чуть попозже. Очень скользко, говорят. Надо легко закрыть за собой. Вот так вот. Здравствуйте. Ну, собственно, вход в музей. Когда богослужение, то турникеты просто опускают, и вход свободный. Напомню, что в Петропавловском соборе Великокняжеская усыпальница. Такое двоякое впечатление на самом деле оставляет. Сам Петр I здесь упокоен.
В музей, когда заходят, то через центральный вход проходят через весь собор и здесь выходят, дабы не создавать толпы на без того узком входе. Вот этот домик с таким замечательным портиком, это ничто, называется Ботный домик, построен в 1762 году, архитектор Вист. А почему Ботный домик, сейчас вы поймете. Вот. Здесь нас сразу при входе встречает ботик Петра Великого. Ой. Так, у нас тут запотело. Здесь в Ботном домике, да что ты, отпотей. Кассы музейные, также продажа сувениров и ботик Петра, точнее его копия, конечно же. Так, мы не будем здесь долго, хотя чего, давайте я вам покажу билеты, стоимость, где тут на русском, вот на русском, по состоянию на 24 год. Бежим на мороз. Это у нас камера отпотевает. Ну и почтовый адрес тоже классный. Петропавловская крепость. 3 литер Ч. В Петербурге любят в наименовании, ну не наименовании домов, да, а при пересчете использовать вот эту вот штуку как литера. В Москве корпуса, в Петербурге литеры. У нас с буковками, там циферками. Вот прямо по курсу у нас как раз дом коменданта, а у Петропавловской крепости, как и у любой крепости, всегда был комендант. Комендант, можно сказать, назначался пожизненно, то есть он здесь жил и управлял крепостью. Похоронены они тоже здесь на погосте у Петропавловского собора. Если я не ошибаюсь, то вот у нас первое, второе и третье окна. И вот под третьим окном, только с той стороны, внутри собора, Петр I покоится. А коменданты вот прям за собором, там такое уже кладбище небольшое. Сейчас они закрыты такими корпусами. Вот здесь музей истории Петрограда в доме коменданта, который категорически рекомендую вам сходить. Что бы вам это ни стоило, но сходите обязательно. Вы, возможно, по-другому начнете смотреть на здания и оценивать квартиры Петербурга. Вот.
есть у нас начало экспозиции, и вы пошли. Встречает нас, конечно же, Петр, точнее бюст Петра. Ну и так, а что здесь? Начало экспозиции. А кому билеты показывать? Вот сюда переехали. Понятно. Ладно, не будем злоупотреблять. Еще раз. Там гардероб, по-моему. Если что. Да, тут. Тут, наверное, сейчас интернет пропал. А может нет. Ладно. Дойдем мы, наверное, сейчас еще до... пройдем мимо станции метро Горьковская и посетим Петербург в миниатюре. Не знаю, там, может быть, конечно, все засыпано снегом. А может быть и нет. Справа вот это двухэтажное небольшое здание с колоннами, это вот та самая гауптвахта обер-офицерская. Вот тому доказательство. Ну и перед ним памятник Петру. Это у нас подарок Шемякина. Этот странный Петр. Казалось бы, непропорционально маленькой головой, длинными руками, пальцами. Пальцы вот все натерты. Но, насколько мне помнится из объяснений, что все же считают Петра очень высоким. Ну и, соответственно, простой люд, когда снизу вверх на него смотрел, как сейчас я, да, камеру опускаю, то у нас в перспективе получалось, что голова маленькая должна казаться. Узкие плечи и длинные руки с ногами. Вот. Сейчас этот памятник вот за таким заборчиком. Раньше его не было, можно было спокойно подняться и сесть на колени к Петру, дабы сделать фотографию. Но всем это надоело и поставили забор. Ладно. Идем к выходу. Идем к Александровскому саду. Или нет, или парку. Дабы посетить Санкт-Петербург в миниатюре. Еще зайцы. Такой вот.
Вот слева это серое здание, здесь тоже были склады. Сейчас музей восковых фигур. Можно было выйти через те ворота, но мы вернемся через которые заходили. Такое ощущение, что людей прибавилось. Получается, понимаешь, когда выигрываешься. Ну вот куда-то эти зайчики пропали, да. В чате вопрос, зачем принесли зайцев от комендантского. Мне неведомо. И я сейчас вам покажу, куда, как мне помнится, их вернули. То есть они изначально были не у комендантского дома. Да, вот там слева такой камешек. И один заяц как будто там тонет, падает, и его все остальные зайцы вытаскивают. И вот он здесь. Мы к нему подходим. Вот эти зайчики, их сюда перенесли. По-моему, они здесь и были. Потом они оказались у комендантского дома. Сейчас их вот обратно сюда вернули. Могу, конечно, ошибаться, но черт его знает. Мигрируют зайцы, знаете. Не стоят на месте. Мы направляемся уже из Петропавловской крепости в сторону метро Горьковская. У меня уже садится батарейка. Надо сделать экстренное переключение. Извиняюсь, но прервется внешний микрофон. Не знаю, в лучшую или в худшую сторону. Но у нас есть необходимость подключить батарейку. На морозе что-то дико быстро садится батарейка. Бы это так сделать с наименьшими потерями. Так, надо упереть телефон. Пыльник. По-моему, зарядка пошла. Проверка.
просто некуда поставить. Вот беда какая. Молодые бабочки. Так. Здесь. Маленькие технические проблемы. Сейчас я их решу. Зарядка уже должна идти. Ладно. Если трансляция прервется, это у меня села батарейка. Я извиняюсь. Ну, слушайте, про вот эту деревянную крепость, конечно, да, было бы интересно посмотреть. У нас тут практически 2 минуты ожидания светофора. Прямо дорога уходит к Авроре. Здесь у нас Кронверский канал и снег в камеру. Что делать? Я думал, это снежинка, а это просто снежная пелена на горизонте. Тру-тру. В этом видео показали дерн травой именно 1103 года. Он прекрасно растет до сих пор, да? И высох. Совершенно удивительно при влажном питерском климате, обилии дождей и прочего. Интересно. Так, нам, наверное, надо чат немножко больше сделать.
Александровском парке есть такой грот прикольный. Насколько я его помню, он практически всегда пустовал, он был закрыт, он никак не функционировал, а сейчас некие предприимчивые ребята взяли его в аренду и организовали кафешку. Всякие вот эти лампочки, столики. Очень прикольно. Большой прудик у них. Эспрессо, капучино, сырники. Кстати, у них даже поначалу и никакой еды не было, только кофе. Кстати, благо, что сегодня хоть и снег, но без дождя. Ничто не прилипает практически к объективу. В Петропавловскую крепость можно было попасть как минимум двумя путями. Это быстрый, по которому мы сейчас идем. Вот у нас прямо перед нами вестибюль станции метро Горьковская. Он уже реконструирован, уже современный, который никто не любит, который имеет форму летающей тарелки. Хотя откуда мы знаем, как летающие тарелки на самом деле выглядят. В советское время в павильоне станции метро Горьковская даже существовало кафе, это правда. Можно было купить пирожков и полакомиться чаем. При реконструкции Горьковской был проект, который, слава богу, не утвердили. Было предложено сделать совместно с выходом из метро и торговый центр. Но этот проект не утвердили, но утвердили вот этот вот дискообразное сооружение. Так, нам бы. Пойдем здесь. Черт. Свежим, будто бы. Мы хотим попасть и увидеть Санкт-Петербург в миниатюре. Маловероятно, конечно же, что зимой сейчас под снегом мы что-то увидим. И вообще, может быть, вот этот маленький заборчик закрыт, и подразумевается, что ходить к зданиям в миниатюре нельзя. Что я их уже вижу. Они у нас слева под сугробами. Отчаянные доставщики еды в любую погоду. Да, что же я говорил-то, что до Петропавловки можно добраться по-быстрому. Это приехать на метро до на Горьковскую и через 5 минут оказаться
на Яновском мосту и уже идти в Петропавловку. А можно, как мы сегодня, от Невского, от выхода из станции метро канал Грибоедова, потратив час и получив уйму эмоций. Ну, вот у нас здесь. Перескакиваю, извините. Здесь Петербург в миниатюре. Вот эта вся площадь, плюс-минус здания географически верно расположены друг от друга. Мы видим сейчас перед собой Инженерный замок. Там Спас в крови. Вот там вдалеке, в центре, так, тут про Няшную, Горьковскую. Ну, сейчас козырек есть, честно-то говоря. Тоже можно от дождя спрятаться. Там вот у нас виднеется, это как раз Петропавловская, Петропавловский собор. Еще левее у нас Зимний дворец. Еще левее, выглядывая, сейчас подойду, Казанский собор. Вот он такой, под сугробами. Ну и вот там между деревьями Исаакиевский. Ну и за Зимним колонна. И по идее, скорее всего, я вот не помню. Там, скорее всего, должна быть стрелка Васильевского острова. Ну, и под снегом сейчас скрывается здесь все в камне. И камень двух цветов, темный и светлый. Темный подразумевает под собой Неву. И то бишь здесь у нас протекает вот так вот канал Грибоедова. Там Нева. Такой вот Петербург в миниатюре. А виновны во всем этом безобразии под названием Петербург. Виновны-то, конечно же, шутейно. Это зодчие Петербурга, которые здесь собрались у нас за одним столом. Если кто-то знает все фамилии и кто здесь знает кто, конечно, можете написать. Но жили они, конечно же, все в разное время. Но делали одно дело. Ну и здесь оставлено одно кресло, возможно, для вас. Возможно, вы станете одним из зодчих Петербурга. Ну, что сказать? Тут уже и говорить-то нечего, как по мне. Ну, на фоне мы все видели вот этот Кронверк Петропавловской крепости, нынешний музей артиллерии. Я тут аккуратно пытаюсь присесть на эту кресло, притворившись зодчим Петербурга. Такой вот пасмурный, снежный, отчасти нетипичный петербургский день. Вроде и не холодно, вроде бы и далеко не жарко. Мы прогулялись по Петербургу по маршруту от канала Грибоедова до Петропавловской крепости. Дошли до самой Горьковской. На все про все у нас ушло без малого там почти 2 часа. Собственно, рекомендую этот маршрут. Здесь, на Петроградке, можно еще куда-то продолжить. Вариантов тоже масса. Можно же и было дойти до Авроры. Отсюда можно втопить на Васильевский остров. Что-то я скатываюсь. Ой, извиняюсь. Скатываюсь с этого кресла зодчего, и что-то меня не принимает. Вот.
Спасибо, что были на этой трансляции со мной. Впереди нас ждет еще масса таких же интересных трансляций. Ну и коротких и не очень видео прогулок по нашему любимому Петербургу. Вы на канале «Откройте Питер». Всем пока!